Правда, которая ужаснула всех. Детство, полнейшее в кошмарах. Истории, связанные с жестоким обращением с детьми, не могут никого оставить равнодушным. Сегодня я расскажу вам две шокирующие истории об издевательствах над собственным ребенком в семьях, чья внешняя благопристойность ни у кого не вызывала сомнения. Поехали! Судьба Сильвии Лайкенс стала одним из самых шокирующих и страшных событий в истории американской криминалистики. Ее трагедия вызывает ужас не только из-за чудовищных личностей, оказавшихся рядом с девочкой, но и из-за полного равнодушия тех, кто мог вмешаться и избежать этой трагедии. Сильвия Мэри Лайкенс появилась на свет 3 января 1949 года в маленьком городке Лебанон в штате Индиана, США. Ее родители Элизабет и Лестер Лайкенс были артистами, гастролировавшими по стране с выступлениями в цирках. В семье было 5 детей, среди которых младшая сестра Дженни страдала от серьезных проблем с опорно-двигательным аппаратом и не могла передвигаться без посторонней помощи. Сильвия отличалась отзывчивостью и добротой, часто заботясь о братьях и сестрах, особенно о Дженни, для которой она стала настоящей опорой. Когда ее родители уезжали на гастроли, девочка брала на себя ответственность за детей, помогала им с учебой, готовила еду и заботилась о сестре, как о своей собственной дочери. Даже когда Лестер и Элизабет находились дома, в их семье царила напряженность. Частые ссоры, крики и битье посуды стали повседневной реальностью. Заработанных денег не хватало даже на базовые нужды. Родители часто оставляли детей на попечение дальних родственников. За свою недолгую жизнь они успели сменить около 14 домов. В каждом новом месте условия оставляли желать лучшего. Голод, старое обношенное белье, отсутствие заботы и любви со стороны взрослых – все это было нормой для детей. В 1965-м Лестер и Элизабет пережили очередной кризис в своих отношениях. Отец, решив уехать в другой штат в поисках работы, оставил жену с детьми в Лебаноне. Вернувшись, он был потрясен тем, что дети теперь находились под опекой женщины по имени Гертруда Банишевски, а Элизабет в это время сидела в тюрьме по обвинению в краже. Не в силах совмещать воспитание детей и поиск работы, Лестер предложил Гертруде стать няней за символическую плату – $20 в неделю. Эта незнакомка должна была заботиться о Сильвии и Дженни, которая имела ограниченные физические возможности. Остальных детей Лестер забрал с собой. Семья Банишевски жила в тяжелейших условиях. В доме не было элементарных удобств, таких как туалет или душ, а вместо полноценной кухни они довольствовались бутербродами из старого хлеба и едой, собранной на мусорных свалках. Тем не менее, Лестер не видел проблем в таких условиях и, оставив дочерей Гертруде, попросил ее быть строгой с девочками, так как считал, что Элизабет их слишком балует. После отъезда Лестера Сильвия и Дженни начали привыкать к новой реальности. Поначалу их жизнь в доме Банишевски протекала относительно спокойно. Несмотря на лишения и постоянный голод, девочки продолжали надеяться на лучшее будущее и пытались наладить отношения с детьми Гертруды, которых было целых 7. Спустя неделю произошло неприятное событие, связанное с оплатой услуг Гертруды. Чек, который отправил Лестер, задержался, и это вызвало у женщины неожиданно агрессивную реакцию. Она обвинила Сильвию и Дженни в краже и неподобающем поведении, угрожая им физическим наказанием. Даже после того, как деньги поступили на счет, настроение Гертруды не улучшилось. Она затаила обиду на девочек, считая, что вынуждена была целую неделю работать бесплатно. Теперь Гертруда регулярно подвергала Сильвию и Дженни избиениям за малейшие проступки. Однажды ее дочь Пола пожаловалась, что девочки съели слишком много еды на церковном ужине, и в ответ Гертруда избила их по спине деревянной ракеткой, нанеся порядка 30 ударов. Этот случай стал отправной точкой в дальнейшей череде издевательств, которым подверглась Сильвия. Теперь вся агрессия, связанная с бесконечной депрессией и другими психологическими проблемами, выливалась только на нее. Молодость и веселый нрав девушки раздражали Гертруду Банишевски, поэтому она нападала на Сильвию при любом удобном случае. После очередной вспышки гнева женщины Сильвия попыталась перевести ее внимание на Полу, дочь Гертруды, открыв секрет, который та ей втайне поведала. Пола оказалась беременной, но матери рассказать боялась. К сожалению, попытка Сильвии переключить гнев Гертруды на ее собственную дочь не удалась. В ярости женщина обвинила в распутстве саму Сильвию, которая в своем возрасте почти ничего не знала о том, откуда берутся дети, и не смогла дать убедительный ответ на обвинение. Пола, возмущенная предательством Лайкенс, жестоко избила ее, обвинив в раскрытии ее секрета. Гертруда стала подстрекать своих детей и их друзей к издевательствам над Сильвией.
Она регулярно обвиняла девушку в распространении ложных слухов о ее дочерях и их знакомых, тем самым поощряя жестокое обращение с Лайкинс. Например, за то, что Сильвия якобы назвала мать подруги Анны Сиско падшей женщиной, Анна разбила ей губу и вырвала клок волос. А друг Стефани Банишевский, Кой Хаббард, тренировал на ней приемы дзюдо. Насилие над Сильвией становилось все более жестоким. Вернувшись из школы, где к ней относились с презрением и считали источником всех сплетен, Лайкинс сталкивалась с Гертрудой, которая заставляла ее голодать, подвергала унижениям, запирала на несколько дней в комнате и безжалостно избивала. Многие соседи Банишевски знали о происходящем, но предпочитали не вмешиваться. Например, Джуди Дюк рассказала матери об избиениях Сильвии, на что та ответила, что это способ наказания для провинившихся детей. Филлис Вермиллион, которая планировала нанять Гертруду няней, тоже знала о жестоком обращении с Сильвией. Она увидела избитую девушку в доме Банишевски и передумала. Филлис встречалась с Сильвией дважды, и оба раза Пола, старшая дочь Гертруды, с гордостью заявляла, что она побила Лайкинс. О насилии в доме Банишевски знала и старшая сестра Сильвии, Диана. Она приехала в город, чтобы навестить ее и Дженни, но решила, что синяки на теле Сильвии появились из-за неосторожных игр на улице. Несмотря на все тяжкие испытания и жестокость, с которыми столкнулась Сильвия, ее дух оставался несломленным. 16-летняя девочка продолжала посещать церковь, старалась находить время, чтобы побыть одной и послушать любимые песни The Beatles и другие маленькие радости, но самое важное, она не сделала ни одной попытки сбежать. Причина заключалась в том, что Сильвия понимала, ее младшая сестра-инвалид Дженни не сможет спастись бегством, и она не могла оставить ее в руках мучителей. К сожалению, осознание того, что Сильвия не бросит Дженни, лишь усиливало власть Банишевски. Вскоре Гертруда вместе с детьми начала запугивать младшую Лайкинс, угрожая ей расправой, если она не примет участие в избиениях сестры. Психическое состояние Дженни было настолько подавлено, что она не могла сопротивляться давлению и вскоре присоединилась к травле и физическому насилию над своей сестрой. Через несколько недель Гертруда запретила Сильвии посещать школу, ее жестокость по отношению к девушке усилилась. Она избивала ее несколько раз в день, тушила сигареты о ее кожу, отказывала в доступе к туалету, что привело к серьезному заболеванию почек у девушки. Больше ничего не могло удерживать Гертруду Банишевски от жестокости по отношению к бедной Сильвии. Она бросила девушку в подвал. Там, в абсолютной темноте, поедая собственные экскременты, Сильвия провела последние несколько месяцев своей маленькой жизни. Гертруда и ее дети регулярно приходили в подвал и устраивали пытки. В один из таких моментов их жестокость достигла пика, когда они выжгли на теле жертвы несколько оскорбительных надписей, а затем изнасиловали ее. Но и этого оказалось мало. Гертруда решила подзаработать на издевательствах над девочкой. За скромную плату в 5 центов она разрешала соседским детям делать со Сильвией все, что им заблагорассудится. И те за свои деньги извращались как могли. Мне даже страшно перечислять, какие воплощением каких только больных фантазий не стала девочка. Избиения были просто цветочками с тем, что делали с ней другие дети за свои карманные деньги. Я уверен, что они рассказывали об этом своим родителям, и просто поражаюсь, почему никто не выразил ни малейшего сочувствия и тем более желания остановить спятившую садистку и ее отпрысков. Через некоторое время после подобных экзекуций организм Сильвии не выдержал. Девушка начала терять память и большую часть времени проводила в бреду, что еще сильнее злило Гертруду и ее сообщников. Сильвия Лайкинс скончалась 26 октября 1965 года от кровоизлияния в мозг. За несколько дней до этого она потеряла способность говорить и двигаться из-за шока, вызванного пытками и избиениями. Гертруда Банишевски сама сообщила в полицию о произошедшем. Прибывшие на место полицейские обнаружили тело Сильвии Лайкинс. Сначала Гертруда утверждала, что девушка была проституткой и получила травмы в другом месте и пришла к ней за помощью. Но позже призналась в содеянном. Дженни, которая тоже проходила допрос, сначала пыталась защитить Гертруду. Но перед тем, как полицейские покинули место преступления, она тихо прошептала: «Спасите меня, и я все расскажу». Вскоре после этого все участники жестокого обращения с Сильвией были задержаны. Гертруда, ее дети и 2 соседских мальчика были арестованы в тот же день, когда было найдено тело. Остальные преступники, включая одноклассников Сильвии, соседей и других людей, были арестованы через 3 дня. Множество участников этого ужаса были признаны лишь свидетелями и вскоре освобождены после нескольких месяцев пребывания в заключении. Среди них была дочь Гертруды, Стефани, которая согласилась дать показания против матери и ее соучастников.
Также были освобождены Анна Сиско, Джудит Дюк и Майкл Монро, принимавшие участие в жестоких избиениях и травле. Однако Гертруда, ее дети Джон и Пола, а также Ричард Хоббс и Кой Хаббард, которые непосредственно подвергали Сильвию пыткам, были обвинены в убийстве первой степени 30 декабря 1965 года. Несмотря на защиту со стороны адвокатов, которые пытались доказать их невиновность, 19 мая 1966 года все пятеро были признаны виновными в совершении этого страшного преступления. Гертруда Банишевски была приговорена к смертной казни, но позже приговор был заменен на пожизненное заключение. Ее дочь Пола также получила пожизненный срок в тюрьме штата Индиана. Джон, Ричард и Кой были признаны виновными в убийстве второй степени и приговорены к срокам от 2 до 20 лет. Интересно, что сама Гертруда на суде отрицала свою вину, ссылаясь на психические расстройства и влияние лекарств от астмы. Во время оглашения приговора она расплакалась и неоднократно произносила имя Сильвии Лайкинс. Пола, которая родила ребенка в тюрьме, назвала девочку Гертрудой в честь своей матери, заявив, что видит в ней пример для подражания. Это дело потрясло всю Америку, вызвав волну шока и гнева. Жестокие пытки, которым подверглась бедная девушка, вызвали общественное возмущение. Но не меньшее внимание привлек другой момент расследования, когда выяснилось, что многие свидетели знали о том, что происходило в доме Гертруды. Некоторые соседи, священник баптистской церкви Рой Джулиан, школьная медсестра Сильвии, взрослые соседи и другие люди дали показания, подтверждающие, что они знали о ситуации. Однако, будучи убежденными Гертрудой в необходимости наказания, никто не пришел на помощь девушке. Со временем громкое дело Сильвии Лайкинс стало забываться, однако в 1970-м Верховный суд штата Индиана принял решение пересмотреть приговоры Гертруде и Поле. Судьи объяснили это тем, что женщины не могли в полной мере воспользоваться правом на защиту из-за массового интереса и давления со стороны общества. Пола была освобождена через 2 года после начала нового разбирательства, а Гертруда вышла из тюрьмы в 1980-м, что вызвало новую волну протестов. В ответ на это правозащитники со всего мира приехали в Индиану, требуя сохранить первоначальное решение суда. Семья Сильвии, в том числе ее сестра Дженни Лайкинс, встала на защиту первоначального приговора, протестуя против освобождения убийцы на местном телевидении. Несмотря на протесты, Гертруде удалось выйти из тюрьмы, сменить имя и начать новую жизнь в другом штате. Она умерла через несколько лет от рака легких. Пола, также сменившая имя, переехала в Айову, где живет с мужем и детьми. В 2012-м ее уводили из школы, где она работала помощником психолога. Причиной стала дошедшая до руководства информация о ее прошлом. Другие участники трагедии также не потерялись в этой жизни, а некоторые даже публично раскаялись. Джон Банишевски, например, неоднократно выражал сожаление по поводу своей роли в смерти Сильвии и признал свою вину. Впоследствии он стал работать с подростками, переживающими развод родителей, утверждая, что именно злость на родителей и их развод подтолкнули его к преступлению. Хотя прошло более 50 лет с тех пор, как Сильвия трагически погибла, ее история остается в памяти людей. Она вдохновила на создание ряда произведений, включая книгу Джека Кетчема «Девушка по соседству» и фильм «Американское преступление», снятый Томми О'Хейвером. Люди продолжают посещать мемориал на ее могиле, где написано: «Этот памятник посвящен памяти невинного ребенка, трагически погибшего. Это обещание полиции Индианаполиса всем детям. Мы сделаем этот город безопасным». Это не менее шокирующая история о девочке по имени Джинни Айли, которая хоть и не закончилась трагически, как предыдущая, но также полна ужасных подробностей. Осенью 1970 года в службу социальной защиты обратилась женщина с вопросом о том, как оформить инвалидность. Вместе с ней была девочка, которая выглядела намного младше своего возраста. Она сильно сутулилась, была истощенной и постоянно вытирала слюни, стекавшие по ее подбородку. Социальные работники сразу вызвали полицию. В тот же день девочку отправили в больницу, а ее родителей задержали для допроса. Позже выяснилось, что девочке было не 6 или 7 лет, как сначала думали, а 13. Она весила всего 57 фунтов, не умела говорить, у нее был сильно искривлен позвоночник, а зубы росли неправильно. Девочка не могла самостоятельно ухаживать за собой и не контролировала мочеиспускание. Чтобы скрыть ее личность, ей дали имя Джинни. Психолог из Южной Калифорнии Дэвид Риглер взялся за ее реабилитацию. В течение нескольких месяцев он и его коллеги обследовали девочку и выяснили, что она родилась в Калифорнии 19 апреля 1957 года.
Отец Джинни, Кларк, вырос в приюте. Он пережил множество отказов от приемных родителей из-за своего сложного характера, что оставило глубокий след в его жизни. Мать Айрин обладала слабым здоровьем. Несмотря на это обстоятельство и то, что Кларк был старше нее на 20 лет, они стали парой. Через некоторое время семья столкнулась с тяжелыми утратами. Кларк, раздраженный детским плачем, однажды вынес младенца в холодный гараж. В итоге первый ребенок пары умер от пневмонии. Вторая девочка погибла во время сложных родов. Третий сын выжил, но стал тяжелым бременем для родителей, так как его появление не входило в их планы. Через 5 лет в семье родилась Джинни. Девочка, которая, казалось бы, должна была стать долгожданным счастьем, но принесла с собой и множество проблем. Супруги старались избегать контактов с другими людьми, живя замкнутой жизнью. Тем не менее, они посещали врача и водили детей на медицинские осмотры. Когда Джинни исполнилось год и 2 месяца, педиатр поставил ей диагноз «возможный аутизм». Эта мысль крайне возмутила Кларка. Кларк решил изолировать свою дочь Джинни, считая ее болезненное состояние угрозой для своей жизни и семейного благополучия. Это решение привело к нечеловеческим страданиям девочки, которую отец решил держать в условиях крайней изоляции. Он превратил ее комнату в место заключения, где она была заперта в железной клетке. Окна в комнате были заклеены фольгой, а на стуле, к которому была привязана девочка, находилось самодельное устройство, сковывающее ее руки и ноги. Джинни целыми днями сидела неподвижно, не имея возможности пошевелиться, а ночи проводила в полной темноте в своей клетке, оставаясь в полном одиночестве. Рацион девочки состоял исключительно из детских смесей, что лишало ее нормального питания и здоровья. Она не знала, что такое твердая пища, не умела жевать и не могла пользоваться туалетом. Даже на момент освобождения, в 13 лет, отец продолжал одевать ее в подгузники, полностью игнорируя физическое развитие девочки. Психологическое насилие было не менее страшным. Кларк придумал свои способы общения с дочерью, каждый раз запрещая ей громко говорить. Малейшие ее действия, нарушавшие его спокойствие, карались жестокими ударами палкой. Его общение с ней ограничивалось звериными звуками, такими как рычание или лай, что еще больше подавляло ее личность и лишало нормального восприятия окружающего мира. Ее брата воспитывали не в столь жестких условиях, но отец все равно иногда бил мальчика в пах, пытаясь выбить дурь. После медицинского осмотра у Айрин также обнаружили многочисленные гематомы. Кроме того, у женщины диагностировали запущенную катаракту. Она была практически слепой. Женщина призналась, что ее муж – деспот и тиран, но она ничего не могла поделать, так как была от него зависима. Осенью 1970 года Айрин наконец решила, что пришла пора спасаться от такого мужа. Что она и сделала благодаря поддержке своих родителей. Айрин забрала дочь и решила оформить инвалидность, чтобы получить средства на ее содержание. После обращения в органы опеки было начато уголовное расследование в отношении родителей Джинни, которое привело к выдвижению серьезных обвинений в жестоком обращении с ребенком. Кларк не дожил до суда, так как покончил с собой, оставив предсмертную записку: «Мир никогда меня не поймет». После того, как Джинни впервые встретилась с представителями органов опеки, ей сразу же назначили комплексное обследование в одной из ведущих клиник штата. Врачи, работавшие с девочкой, не только изучали ее физическое и психическое состояние, но и сосредоточились на восстановлении ее здоровья, поскольку многие жизненно важные показатели были нарушены из-за длительного жестокого обращения. Месяцы медицинских процедур и реабилитации стали для нее первым шагом к выздоровлению. Когда девочка начала получать полноценное питание и постепенно восстанавливать свою физическую форму, ее перевели под наблюдение группы специалистов, социологов, лингвистов и психологов. Было установлено, что развитие Джинни остановилось на уровне годовалого возраста. Она не могла говорить, не понимала, как выразить свои потребности, но проявляла дружелюбие и охотно контактировала с окружающими, не опасаясь незнакомцев. После нескольких месяцев интенсивной реабилитации девочка научилась пережевывать твердую пищу. Она проявила интерес к музыке, особенно к игре на пианино. Хотя она по-прежнему испытывала трудности с построением сложных фраз, она уже могла произносить простые предложения. Лингвист Сьюзан Кертис сыграла ключевую роль в ее восстановлении, став для девочки настоящим наставником и опорой, не теряя надежды на ее успехи. На исследования и реабилитацию Джинни выделялись гранты, которые со временем иссякли. Однажды няня Джин Батлер, которая стала близкой подругой девочки, предложила руководству больницы забрать ее домой, так как ей было очень одиноко.
в учреждении. Ее просьба вылилась в попытку усыновить девочку, которая была отклонена органами опеки. В этот период Джинни часто навещала свою мать Айрин, с которой были сняты все обвинения. Айрин недавно перенесла операцию и теперь могла видеться со своей дочерью. Однако после того, как Джинни снова оказалась в больнице, ее прогресс заметно замедлился. Терапевт Дэвид Риглер, занимавшийся реабилитацией, предложил взять девочку в свою семью, надеясь продолжить ее лечение и помочь ей адаптироваться. Его жена была психологом, и они планировали, что другие дети в семье помогут Джинни. Спустя какое-то время Риглеры отказались от опеки, так как Университет психического здоровья решил прекратить выделение средств на реабилитацию девочки. После прекращения реабилитации Джинни переезжала из одной семьи в другую, временно находясь под опекой разных людей. Некоторое время ее биологическая мать Айрин пыталась заниматься воспитанием и развитием дочери, но вскоре поняла, что не может справиться с таким тяжелым бременем. В 1977, когда Джинни уже была взрослой, ее передали под опеку частного фонда. Ее брат Джон работал маляром, создал семью и стал отцом девочки по имени Памела. Позже выяснилось, что Памела страдала от наркотической зависимости. В одном из интервью Джон рассказал, что его родители создали для него и Джинни условия, напоминающие концлагерь, где дети были лишены нормального развития и благополучия. В 2011-м Джон скончался от осложнений, связанных с сахарным диабетом. Что касается самой Джинни, то ее дальнейшая судьба остается неизвестной. В 2016-м ее историей заинтересовалось издание The Guardian, однако их расследование ни к чему не привело. Тем не менее, история жизни Джинни Уайли послужила вдохновением для множества книг и фильмов. Исследования, проведенные на основе ее трагической судьбы, привели к значительным открытиям в области психологии и педагогики. Одним из ключевых уроков, извлеченных из ее истории, стало осознание важности ранней социализации, развития коммуникативных навыков и влияния семейных условий на формирование личности ребенка. Методы воспитания, применяемые родителями или людьми, взявшими на себя эту роль, значительно влияют на становление личности, характер и взгляды на мир. Применение насилия в воспитательном процессе неизбежно оставляет неизгладимый след, который может повлиять на всю последующую жизнь человека. Первая героиня моего видео об этом уже никогда не узнает. А теперь, друзья, я хочу сделать вам интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках. Или же пишите интересные сценарии. Мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота. Ссылка в описании. А на сегодня это все. До новой встречи.